Здравствуйте! Сегодня я вам хочу рассказать и показать, как я вязала вот такую мочалку. Значит, такую пряжу у нас в стране я не нашла. Поэтому мне сын с невесткой прислали из Германии. Вот эта пряжа. Вот в такой сумочки прислали, спасибо им большое. Вот. Сюда можно что-то положить. Очень удобная сумка. Значит, это пряжа Creative Bubble или Bubble в 50 граммах 90 метров. Рекомендованный крючок 4 миллиметра. Расскажу, как я делала ручки для мочалки. Вот, видите, какие. Я вязаные не люблю, они растягиваются. А это очень даже отличная ручка и практичная. Значит, этот узор я связала из обычной пряжи, чтобы вы видели, как это выглядит. Вязала из пряжи Бон-Бон Кристалл. Вот, взяла яркие цвета, чтобы вы обратили внимание на узор. Сейчас я буду показывать из других цветов, чтобы можно было оценить. Значит, единственный недостаток в этом узоре в том, что через определенные промежутки вязания нитку надо обрезать, вставлять снова. Значит, у этого узора есть правая сторона и есть левая. В мочалке этого практически не видно, что левая, что правая сторона. За счет того, что здесь ворс. А поскольку пряжа практически гладкая, то изнанка видна. Вот. Значит, этим узором можно связать плед, подушку, дальше что, сидушку на табуретку, на стул, да много кое-чего. Для этого узора нужно набрать такое количество петель, которое делится на 3 плюс 1 петля. Поскольку по стандартам ширина мочалки от 10 до 12 сантиметров, поэтому вам следует сделать и расчет, сколько набирать петель по ширине. В длину стандарт мочалки в пределах 40 сантиметров. Ну, я связала чуть поменьше. Так, и ручка вот в таком положении, где-то сантиметров 8-9. Для этой мочалки я набирала количество петель n, деленное на 3, плюс 1. Значит, набирала 21 петлю плюс 1 петлю, то есть 22 петли. Вот здесь у меня узор этот. На дополнительную нить набираем 16 петель. Набирайте удобным для вас методом. Так, набрала я на дополнительную нить 16 петель. Так, первый ряд вяжем изнаночными петлями. Значит, изнаночные вяжите, как вы привыкли.
Я буду вязать классическим методом. Итак, вяжем до конца ряда. Второй ряд вяжем лицевыми. Затем провяжите еще ряд изнаночными и ряд лицевыми. Так, провязали мы всего 4 ряда. Теперь поворачиваем на изнаночную сторону. И по изнаночной стороне вяжем лицевыми петлями. Это у нас будет 5-й ряд. То есть 4 ряда это 5-й. Лицевыми. Поворачиваем. И вот у нас на лицевой стороне получились изнаночные петли. Это был 5-й ряд. Так. Лицевой ряд. Поворачиваемся. Изнаночный ряд. Еще один лицевой ряд. И еще один ряд изнаночный. Так, далее. Смотрите, здесь у нас 16 петель. На обратной стороне должно быть 16 протяжек. Вы посчитайте, проверьте, потому что вот эта протяжка постоянно убегает. Вот, самая крайняя. Считаем парами. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 16 протяжек. Вот теперь будем соединять. Значит, берем первую петлю, снимаем, а надеваем первую протяжку. И протяжку и петлю провязываем лицевой петлей. Вот так. Следующую петлю снимаем. Находим вторую протяжку. Вот она. Ее надеваем. Надеваем петлю. И провязываем вместе. Еще раз. Снимаем петлю со спицы. И берем следующую протяжку. Надеваем на спицу. Так. Вот они где две. Вот. И их провязываем. И так вяжем до конца ряда. После того, как соединили, вот у нас должно остаться 16 петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Дополнительную нить можно убрать. Так,
Теперь смотрите, что у нас получается. И вот сюда, вот здесь есть сбоку отверстие у нас получается. Вот. Вот, видите? Вот в это отверстие впоследствии вставим шнур и получим ручку. Вставим шнур и получим ручку для мочалки. Можно было бы, конечно, крючком связать, но получится грубо. Так, вяжем первый ряд узором. Так, вяжем 3 петли подъема. Поворачиваем и вяжем в третью петлю 3 столбика с накидом. Далее опять 1, 2 в третью петлю. 3 столбика с одним накидом. Один, два в третью. Один, два в третью. Один, два в третью, то есть в сам угол. Так, закончили первый ряд. Теперь берем нитку другого цвета. Вот у меня зеленого цвета. И последнюю петлю провязываем другим цветом. Так, и теперь вот этот красный цвет надо перекрутить. И вывязываем 1, 2, 3. Поворачиваем. Вот эта нитка первоначальная должна идти сзади. Вот мы перекрутили, видите, что получилось? Поэтому вот эти 2 петли я провязываю, захожу сюда и сюда. И вот только теперь соединяю. Соединила. Перекрутила с красной. И провязываю петли подъема. 1, 2, 3. И вот эта нитка, она теперь находится сзади, а зеленая вся полная. Далее в это же отверстие свяжем еще 2 столбика с одним накидом. И теперь эти петли закрываем другим цветом, но
Нитка должна быть сзади. Эту подтянули. Теперь, если будем вязать сразу другим цветом столбики, то вот эта протяжка будет видна. Я что делаю? Ну, вы смотрите сами, как вам вязать. Я провязываю сначала вот таким образом, а потом только этот цвет укладываю. Последние две петли провязываем зеленым. Зеленый сзади идет. Вот так. Красную подтянули. Так, красную откладываем. И зеленой провязываем один столбик с накидом. Затем красную поднимаем. И еще один столбик и закрываем красным цветом. Красный, розовый тут непонятно. Так. Теперь зеленую я отставляю. Вяжу один. Теперь зеленую укладываю. 2. 3. И зеленый с обратной стороны закрываю. Красную убираем. Вот как у нас ряд начинался, так он должен закончиться. Один. Розовую укладываю. 2. 3. Так, закончили мы второй ряд. И вот эту нитку мы отрезаем первоначальную. Третий ряд. 3 петли подъема. Поворачиваем. И вот сюда, вот смотрите, вот эту нитку мы протягивали. Вот под нее. Три столбика с одним накидом. Еще раз показываю. Теперь смотрите, вот здесь зеленая протянута, вот под нее. Так, между двумя элементами вот розовая протянута. Вот так.
И здесь под зеленую. Так. И в конце у нас должно быть точно так же, как и в начале ряда. То есть столбик с одним накидом в петли подъема. Так. Теперь вывязываем 3 воздушные петли. Поворачиваемся. И вот сюда в арку вывязываем 2 столбика с накидом. Две последние петли оставляем. Берем другой цвет, бледно-розовый. У меня. У вас может быть любой. В арку. Сначала первый столбик провязываем новой ниткой. Затем зеленую укладываем. Нитку зеленую назад. Провязали. Теперь бледно-розовый отставляем. Зеленой вяжем 1 столбик. Потом это укладываем. И вяжем 2 и 3. Который закрываем 2 петли, нитка всегда сзади. Так, 1 столбик провяжем без зеленой. Теперь зеленую укладываем. Так. И в последнюю арку. Так, 1. Розовый уложили. 2. Но 3-й столбик мы провязываем. И вот так закрываем. И вот у нас зеленый цвет. И теперь зеленую нитку отрезаем. Вот это весь раппорт в высоту. 1, 2, 3, 4. 4 ряда. Далее мы повторяем. 5-й ряд. Вот, повторяем. Петли подъема. Вот. Эту петлю не считайте, она закрывала 2 петли. Считаем с этой 1, 2, 3. Поворачиваем. И между элементами три столбика с накидом.
И так вяжем до конца ряда. Заканчиваю я ряд. Вот у нас петли подъема были в начале. Значит, мы в конце должны закончить столбиком с одним накидом. Но эти две петли мы должны провязать другим цветом. Вот. Можно еще один цвет добавить, но я вот только 3 цвета решила. Так, последние 2 петли. Я провязываю вот так. И вывязываю 3 воздушные петли подъема. 2, 3. И сюда вывязываю еще 2 столбика. 1. Теперь эту нитку укладываю. И второй. Сзади закрываю. И вот видите, у нас ромбик, не хватает только одной части верхней. Вот мы должны сюда вязать. Так, 1. 2, 3. И другим цветом закрываю. Один. Два. Три. Один. Вот 3 у нас было здесь. Значит, 3 сюда. Так, второй вяжем. И третий вяжем. Так. Как только мы заканчиваем какой-то мотив, нитку отрезаем. Если вы вяжете в 2 цвета, то тогда нитки можно тянуть. Но если, допустим, в 3 или в 4 цвета, я считаю нецелесообразно тянуть нитки. Лучше хвосты оставить и заправить. Ну все, теперь я провяжу на определенную длину и покажу, как закончить другой край. Так, ну вот я закончила вязать образец. Нитки, потом эти хвосты, либо на обратной стороне спрячете цвет в цвет, либо будете, когда обвязывать крючком, и вяжете хвосты. Я уже не буду их прятать. Так, теперь берем спицы и будем вязать
для шнура отверстие, карман. Вот. Из каждой петли набираем новую петлю. Так, если у вас количество петель здесь не совпадает с этим количеством, то вот, можете за полупетлю, потом за всю петлю. И так вы компенсируете и выйдете на то же количество петель. Так, набрали петли, поворачиваемся и вяжем изнаночный ряд. Далее вяжем лицевой и изнаночный. В общей сложности мы с вами провязали лицевой гладью 4 ряда. Теперь должны один ряд провязать по лицевой стороне изнаночными петлями для того, чтобы получить сгиб. Значит, по лицевой стороне провязали изнаночными петлями. Теперь поворачиваемся и вяжем изнаночный ряд. Здесь же у нас изнанка. Так. Далее вяжем лицевыми петлями. Это уже будет второй ряд. Лицевыми. Потом изнаночными и еще лицевыми петлями. То есть в итоге после сгиба нужно провязать 4 ряда. Столько же, сколько мы вязали и здесь. Так, закончила я, провязала 4 ряда. Теперь мы вот так сворачиваем и провязываем вместе петлю со спицы и петлю вот здесь. Опять петлю со спицы и петлю здесь. И у нас получится точно так же. Снимаю петлю. Так, эту надеваю. Так, эти 2 петли провязываем вместе. Опять эту снимаем. Так, берем следующую петлю, надеваем. Так, поудобнее как. Так, и вместе провязываем. Так, ну вот я соединила, у меня тут спица осталась. И дальше можно либо спицей закрыть открытые петли, либо крючком, соединительными столбиками. Так, вот закончила я соединять. И
Затем, вот видите, оттопыривается. Может, кто-то по-другому закроет. Можно вот эти петли вот здесь соединить. Либо крючком, либо иголкой прошить. Кстати, закончить мочалку можно не только одинаковым цветом, но можно, допустим, и другим. Одним начать, а другим цветом каким-нибудь закончить. Это уже на ваше усмотрение. Раньше из этих расцветок ничего не вязала. Все как-то боялась, что блеклые. А оказывается, хорошо смотрятся. Очень даже. Так, ну теперь будем разбираться со шнурами. Теперь я вам расскажу, как из бельевой веревки делать ручку. Значит, это веревка для просушки стиранного белья. Ну, кто-то ее использует для других надобностей. Значит, вот у меня такие есть веревки. Есть вот такой шпагат. Лучше всего брать с сердечником. Вот видите? Здесь тоже сердечник есть. Даже 3. Для полноценной мочалки, вот для этой, уже для нормальной, нужно брать, как я уже говорила, сантиметров 16-17. Так, для образца я отрежу небольшой кусок этой веревки. Так, ну сколько? Чтобы у меня получилась полноценная ручка для этого образца. Ну, так примерно, да? Вот. Отрезали. Дальше что делаем? Дальше мы должны оплавить зажигалкой. Вот, оплавляется только оплетка. Пластмассу мы, эту сердечник, выдвинем. Вот так примерно, немного. Ну, на полсантиметра, чуть, может, чуть побольше. Отрезаем и убираем его назад. Так. Вот. Это место пустое. Можно и побольше отрезать. Давайте вот здесь отрежем побольше. Значит, вытаскиваем сердечник. Ну, вот так. Растягиваем. Так, теперь берем булавку. И вот сюда в отверстие протягиваем. Теперь берем иголку. И нитки желательно вот такие шелковые взять. Цвет, в принципе, можно брать любой. Потому что все равно будет внутри. Так, один конец опалите. Чтоб не распускался. Ну, можно узел сделать дополнительно. А вот этот хвост не оплавляйте, иначе он вас будет тормозить. Теперь смотрите внимательно.
Чтобы шнурок не перекрутился, накладываем. И как резинку в нижнем белье, вот мы пришиваем, или в спортивных брюках тонкую детям, прошиваем. Так, делаем узел. И хвост убираем внутрь. Так, когда будете отрезать, кусочек оставьте. Маленький. Чтобы ее потом припалить. Вот, и приклеить. Теперь эту часть убираем внутрь. Вот и получается у вас ручка для мочалки, которая не будет растягиваться. Высыхать она будет быстро, потому что внутри сердечник, он не будет намокать. А это синтетика, она высыхает быстро. Кстати, если вы боитесь, что узел может выскочить и будет некрасиво, что делаете? Берете иголку, нитку того же цвета, который вы заканчивали, и в нескольких местах прошить, закрепить. И тогда ручка будет зафиксирована. Ну вот, вроде бы и все, что я вам хотела рассказать и показать. Всего вам доброго. Спасибо за внимание.